Ку-ку! Что в переводе с четландского означает: друзья, всем привет, вы на канале Мото Санчо, и мы с вами находимся в пустыне. Да-да, в самой настоящей пустыне. Мой мотоцикл остался где-то там, за барханом, но у меня еще есть немного воды и силы, чтобы продолжить это путешествие. А день начинался так. 9 часов утра, воскресенье, погода шепчет. Термометр на панели моей Хонды показывает 21 градус тепла. И я собираюсь куда-нибудь прокатиться. В такой день не хочется сидеть дома. Просто бесцельно наматывать километры по округе, согласитесь, неинтересно. Поэтому я сначала нашел любопытное место. Как обычно, ищу цель поездки. Открываю Google карты, осматриваюсь по окрестностям. О, а это что за пустошь такая среди лесов? Пригляделся, и правда пустошь. Самая настоящая пустыня в центре Европы. В настройках маршрута в навигаторе сразу отказался от автострад, поэтому едем сегодня тихими узкими дорогами и деревенскими улочками. Меня все еще удивляет, насколько все-таки отличается климат. Он, в принципе, похож на белорусский, те же березки, те же сосенки по обочинам, но смещен на месяц. Помню, между Гомелем и Брестом разница всегда составляла около 2 недель. В Бресте уже было тепло, а в Гомеле еще лежал снег. Так вот, начало апреля, и то, что я вижу сейчас здесь, в Гомеле, будет приблизительно в начале мая. Цветущие сады, шашлыки на природе, вся вот эта молодая весенняя зелень. В этом месте Польша чем-то напоминает мне Францию. Помните, такую тихую, спокойную сельскохозяйственную пастораль? Вот и здесь очень похоже. Ого, сколько солнечных панелей и домики в лесу. Красивые, уютные. А дальше стадион. А вот эти цветущие деревья с огромными цветами, я даже не знаю, что это, как называется, но фантастически красиво. Уже отцветают, осыпаются лепестки. И если вы заметили, сколько еду вот этой дорожкой, ни одной машины, только велосипедисты. Все едут автострадой. А здесь тишина и покой. Деревенский магазин. Так, здесь навигатор предлагает нам свернуть на Кузницу.
Вывел меня навигатор на 86-ю дорогу. Класс, ребята, на МЗ-тах, кажется. Целый ретро-пробег. И проехав по этой дороге с полкилометра, снова уходим в деревни. Отлично. Автострадой ехать неинтересно, ничего не видишь. Хочу поделиться с вами интересным наблюдением. Еду сейчас по этим деревушкам и не вижу маленьких домов. Даже дома, которые построены 50 лет назад, а некоторые даже и 100 лет назад. В большинстве случаев двухэтажные и довольно большие. Не знаю, как это объясняется. Возможно, жили раньше большими семьями, поэтому нужна была такая площадь. Ну вот, смотрите. Вроде бы заброшенный маленький дом, однако квадратов 80 там есть. А сравнивая с нашими деревушками, где стандартный дом — это 5 стен, спальня, кухня и сени. Вон еще одна руина двухэтажная. А вдалеке горы. Красивый вид. Сейчас встречная машина сначала поморгала, затем велосипедист показал рукой: избавляй, избавляй. Ну и вот, собственно, причина. Работает полиция. Берут на радар. В деревне ограничение 50 км в час. Очень легко на таком спуске можно попасться, даже не добавляя газу. Катишься с горки и все равно разгоняешься. Какая заправка старинная из прошлого. Кстати, раз уж заговорили о полиции и соблюдении скоростного режима, то я заметил, что здесь нет мобильных фоторадаров. Вот тех самых треног, спрятанных в кустах, рядом с которыми обычно сидит в машине и скучает ИПшник, передающий потом отснятые материалы куда следует. Какая началась красивая лесная дорожка.
Асфальт, конечно, ужасен, но виды в целом живописные. Неудивительно, что тут так много велосипедистов катается. Пахнет сосновым лесом. А вот мы с вами уже практически на месте. Навигатор показывает 600 метров до точки, расположенной на краю пустыни. Чей-то дом. Вот, кстати, маленький. Очень похож на белорусские деревенские домики. Может быть, чья-то дача. Молодежь прогуливается. Низенькие сосенки. Низенькие, но широкие, пушистые. Олень поскакал. Или косуля. Забавно. А мы тут, оказывается, не одиноки. Вижу, припаркованы машины. Пустыня. Действительно пустыня. Самая настоящая. Очень мелкий сыпучий песок. Есть смотровая площадка. Она здесь такая не одна. Видим, что езда по пустыне на автомобилях, мотоциклах и квадроциклах запрещена. Фото с воздуха. На самом деле это две пустыни. Мы сейчас где-то здесь. Полоска леса, и за ней вторая часть пустыни. А в этом лесу протекает речушка Бяла-Пшемша. Она-то и питает водой всю вот эту зелень. Сама же пустыня образовалась очень давно, еще в средние века, когда местные жители активно возделывали земли вокруг, рыли колодцы, выкачивали воду, и в какой-то момент что-то где-то произошло. И уровень грунтовых вод на этом участке упал. Активно начала отмирать растительность, и образовались такие сыпучие пески. Глубина песчаного слоя здесь достигает 60 метров. С начала 20 века пустыня используется как военный полигон. Немцы тестировали здесь свои танки перед отправкой в Африку. После войны здесь взрывали не разорвавшиеся боеприпасы. Ну и сейчас тоже иногда проводятся армейские учения, а также пустыня стала большим туристическим объектом. Построили такие смотровые площадки, где-то есть беседки. В целом атмосфера довольно интересная. Такой постапокалипсис. На самом же деле большой памятник тому, как не стоит вести сельское хозяйство. И всегда надо думать о последствиях своих действий. По сути, большая экологическая катастрофа произошла. Здесь, видимо, стоял смотровой бинокль, но его убрали то ли на зиму, то ли на совсем. Терен войсковый, вход запрещен. Судя по большому количеству следов протектора, кто-то все-таки нарушает запрет и здесь катается. Ну а я решил предпринять небольшую вылазку вглубь пустыни. Шагаю по горячему песку.
Кстати, какую-то жизнь здесь все-таки можно увидеть. Пробиваются зеленые ростки. Не знаю, выживут ли. Но есть островки, то тут, то там. А вы когда-нибудь выбирались на пикник в пустыню? Очень, знаете ли, братцы, рекомендую. Здесь такая пустынная атмосфера. Все туристы столпились там, на смотровой площадке. Сюда никто не идет. А я подыскиваю себе местечко, где можно укрыться от ветра и заварить чашечку ароматного кофе. Думаю, вот этот холмик вполне подойдет. И знаете, здесь действительно довольно жарко, и песок горячий. Ноги уже постепенно запекаются в этих высоких армейских ботинках. А когда поднимается сильный ветер, думаю, здесь бушуют песчаные бури. Видел похожую картину где-то по пути между Речицей и Лоевом. Там тоже активно вырубили лес, и сейчас ветер наметает песок, сметает с полей плодородный слой. И со временем тоже может образоваться пустыня. Вот такие туристические места я действительно люблю, где туристов нет. Кругом тишина, только ветер шумит. И птицы где-то высоко в небе поют. Жаворонки, наверное. С полчаса здесь просидел, наслаждаясь тишиной и покоем. Но сейчас собрался и возвращаюсь к цивилизации. И вот, казалось бы, пустыня настолько маленькая, она в ширину около 4 километров и в длину около 10. Но ощущение уединенности в ней фантастическое. Классное место. Будто снова в Монголии побывал, только такой лайтовой ее версии Монголии на минималках. Какой-то небольшой самолетик потарахтел над пустыней, покачивая крыльями. А мне предстоит подъем на песчаный холм. Вниз-то спускаться было легко, а вот наверх сейчас ползти тяжеловато. Запыхался совсем, но все-таки поднялся. Ближе к обеду людей стало гораздо больше. Так что если кто-то захочет это место посетить в уединении, советую раннее утро. Да и на парковке видно, что транспорта прибавилось. Какой стоит красивый Харлей. Черно-синий цвет. Весь блестит хромом. Красота. А вот и хондочка наша.
тоже стоит на месте. Фух, доползли. А вот и техника, подходящая для пустыни, подъехала. УАЗик на местных номерах. Давайте отсюда выкатимся. И дальнейший план такой. Я хочу объехать пустыню вокруг и подъехать ко второй ее половинке с другой стороны. Посмотреть, что там. Пока здесь стоял, складывал вещи, собирался, ко мне подошел мотоциклист. Пан Анджей стоял здесь рядом на Ямахе Вирага. Пообщались о мотоциклах, о жизни в целом, о начале нового сезона. Все-таки люди здесь довольно общительные. Очень-очень много людей навстречу едет. Думаю, и на другой стороне пустыни тоже сейчас будет довольно людно. Небольшой провинциальный городок под названием Ключи. Тихо, спокойно, уютно. Какие-то есть кафешечки, магазинчики. Чем-то мне этот город напомнил белорусский Новогрудок. Тоже такая легкая холмистость, узкие улицы. Кажется, впереди снова стоит полиция. Как раз напротив того поворота, где я ухожу в сторону пустыни. А нет, это не полиция, это велосипедисты. Так здорово себя обозначили. Да, я там что-то говорил про малолюдность. Оказывается, это с той стороны было непопулярное место. А здесь, я не знаю, как на концерт все идут. А главное, куда? В пустыню. Просто в пустыню, где ничего нет. Фантастика. В какой-то момент дорогу впереди перекрыл шлагбаум.
Я думаю, здесь и станем. Шлем, куртку, все сложил в коляску, зачехлил, иду пешком. Была у меня мечта сделать несколько красивых фоток Хонды на фоне пустыни, но кажется, она так и останется мечтой. Даже тяжелые эндуро остаются здесь. Никто в саму пустыню не едет. А вот на великах, кстати, можно. Меня еще не оставляет мысль, что может быть какое-то здесь сегодня событие, какое-то мероприятие, праздник, активность какая-нибудь проходит, и поэтому столько людей. Однако же нет. Видим здесь беседки, есть место для гриля, пахнет откуда-то вкусным шашлычком. Огромное количество людей в пустыне, как на пляже. Какая-то есть летняя кафешка передвижная, столики. Обалдеть! Насколько удачно я в первый раз подъехал. Вот с той стороны, видите, холм за лесом. Вот там мы были. И моя вам рекомендация, если захотите посетить Блиндовскую пустыню, заезжайте с севера, получите удовольствие. Ну а здесь такое. Да, поехали. Поехали домой. Обратный маршрут построил. Мотоцикл даже остыть не успел. Можем выдвигаться. Табло над дорогой. 23 градуса воздух, 28 асфальт. Лето, жара. Ну и как видите, обратную дорогу я построил уже по шоссе. Время обеденное. А я с самого утра только чашечку кофе в пустыне выпил. Очень много мотоциклистов встречаю по пути. И встречных, и попутных. Вот и все. Путешествие в пустыню заняло у нас ровно половину выходного дня. Мне эта поездка очень понравилась, надеюсь, вам тоже было интересно. А на сегодня на этом закончим. Всем спасибо, всем счастливо и всем пока.